Привет, дорогие друзья! Меня зовут Сергей Головин, и я должен вам кое в чем признаться. Дело в том, что уже очень много лет я являюсь зависимым человеком. Зависимым от вот этого предмета. От куска дерева, на котором натянута проволока. И эта зависимость приводит к тому, что мне нужно постоянно быть в контакте с этим проклятым инструментом, с этим предметом. Особенно, когда через 10 минут мне нужно выходить на сцену, а контакта с этим предметом у меня нет. Таким образом, в определенный момент я подумал, что будет отличной идеей взять с собой за кулисы что-то небольшое, что-то по-настоящему комфортно и хорошо звучащее, и что не будет занимать много места. И первое, на что я обратил внимание, была Yamaha THR. Это была небольшая Yamaha THR, THR 10 или 5, я уже сейчас не помню. Но именно с того момента, когда я поставил себе за кулисы этот усилитель, качество моего исполнения на концертах в первых 2-3 композициях заметно улучшилось. Почему это для меня так важно? В первую очередь потому, что когда вы выходите на сцену, или в данном случае речь обо мне, я выхожу на сцену, мы попадаем совсем в другие условия, другая температура, ну и самое главное, у нас происходит совершенно другая химия в голове. Так вот, чтобы ко всему этому не прибавлялось и не вносило сумбур еще физика, то, что наши пальцы не готовы к тому, чтобы бороться со всем этим, я предпочитаю за 20-30 минут до начала, до выхода на сцену, быть в постоянном контакте со своим инструментом. Не в unplugged версии, потому что это совсем другая история. Я не могу контролировать звук, когда слышу его от медиатора и струн. Я такой звук не воспринимаю. Мне нужен исключительно звук из динамика. И, естественно, адекватный звук из динамика. Какие-то затычки, наушнички, маленькие усилители, которые помогают там решить эту проблему, для меня не работают. И таким образом, как я уже сказал, однажды, поставив Ямаху за кулисы, я решил этот вопрос раз и навсегда. То было 3 или 4 года назад, а совсем недавно, будучи на NAMM в LA, я попробовал следующую версию Yamaha THR, а в частности Yamaha THR 30. Был поражен. В этой штуке есть все, что было хорошего в предыдущей версии, но еще и с огромным бустом вперед.
Здесь есть те же самые версии усилителей, только если раньше вам необходимо было иметь условно несколько усилителей Yamaha для различных звуков хайгейновых или более классических, то теперь в Yamaha THR-30 есть по 3 варианта на каждый из усилителей. Теперь здесь есть очень удобное приложение для телефона, с помощью которого вы можете настроить усилитель гораздо тоньше, добравшись до таких эффектов, как компрессор. Ну и все те эффекты, которые здесь есть, вы можете настроить гораздо глубже и интереснее. Вы можете поменять кабинет на любом из этих усилителей, которые используете. И все это делается очень просто и по Bluetooth. Еще, что характерно и что очень здорово, эта версия Yamaha THR-30 имеет свой аккумулятор, который можно подзаряжать. То есть это означает, что вам больше не придется беспощадно загрязнять природу, выкидывая батарейки в мусорку. Вы же так не делаете, правильно? Вы же даете специальные места батарейки. Это очень правильно. Да, но тем не менее, этой проблемы больше не будет с данным усилителем, потому что у него есть свой пауэрбанк. Из дополнительных опций здесь есть прекрасный выход линейный, стерео. То есть вы можете его таким же образом подключить к любому power-amp, к любым мониторам, куда вам заблагорассудится, и получить звук совершенно иного порядка. То есть большие мониторы, большой звук. Вот. Все эти фишки, естественно, не были бы для меня столь важны, если бы не звук, потому что когда я играю через Yamaha THR, я не ощущаю, что я играю через маленький ланчбокс. Я испытываю самые настоящие ощущения и контакт с инструментом, который и должен быть у меня от использования настоящего усилителя. Кроме того, несмотря на всю ту лирику, которую я сейчас вам рассказал, THR — это максимально практичный девайс. В первую очередь, естественно, это ваш усилитель для занятий. Дома он отлично впишется в любой интерьер, он выглядит просто потрясающе, что немаловажно. Он может работать как звуковая карта. Как и предыдущая версия THR, он может работать как звуковая карта. Вы можете записывать его звук в ваши проекты и параллельно писать DI-сигнал, чтобы впоследствии отреампить его где-то еще, если вам это необходимо. Это очень здорово, это очень практично, когда по дефолту Yamaha THR позволяет нам сделать вот такую вот вещь. То есть вам не нужно дополнительных никаких реамперов и всего остального. Также у этой версии появилась очень удобная функция. Это возможность подключения Bluetooth-контроллера. То есть вы можете использовать
любой Bluetooth-контроллер, которым в реальном времени вы можете менять пресеты и эффекты на усилители. То, как сейчас выглядят настройки THR, это мой базовый и самый любимый пресет. Это чистый звук и немножко ревера. Я обожаю этот чистый звук, потому что он максимально динамичный и очень музыкальный. И что самое характерное, я не ощущаю того, что я играю в маленький или домашний усилитель. У меня есть ощущение настоящего музицирования. Дальше здесь есть некоторые эффекты, и начнем с хоруса. Добавим немножечко Энди Саммерса. Попробуем добавить ревера и дилея для того, чтобы сделать еще немножко люкатора и ландау. Хорус — это второй эффект, после которого я не представляю свою жизнь. Кранч. Движемся дальше. Кранч — это мой следующий пресет. Я не меняю ручки эквалайзера. Мне все устраивает. Итак, вернем настройки ревера, как у нас было в самом начале. Он тоже максимально динамичный и очень интересный. Попробуем добавить эффект тремоло, он отлично подойдет к этому каналу. Есть смысл записать альбом с таким звуком. Движемся дальше. Лид. Это мой хайгейновый пресет. Мне очень нравится чувствительная атака этого канала.
еще одна деталь. Несмотря на то, что THR-30 это 30-ваттные усилители, а 30 Вт в гитарном мире это довольно громко, для меня все-таки THR-30 это усилитель для дома по громкости, хоть и для очень большого дома. Друзья, с вами был гитарозависимый Сергей Головин. Всего доброго и всех благ.